Ежедневный рацион человека сложно представить без куриных яиц. Это недорогой, доступный, вкусный и простой в приготовлении продукт. Чаще всего яйца употребляют на завтрак, но также их добавляют в различные блюда и соусы. Яйца – один из самых доступных источников белка. В чем заключается их польза и вред для организма мужчин и женщин? Как часто можно употреблять яйца? Правда ли, что сырые полезнее вареных? Сколько их можно есть в день? И как правильно выбрать? И сколько хранить? Перед тем, как мы перейдем к этому, хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрит целых 90% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, поддержать работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. В чем польза яиц? А вы знали, что в яйцах содержатся витамины калий, витамин Е, витамин В12 и витамин А? Помимо этих витаминов, в яйцах есть полезная для всех людей омега-3 и фолиевая кислота. Перекус с пользой для здоровья и без вреда для фигуры – яйца – лучший вариант. Они не только насытят вас на долгий период, но и не навредят вашей фигуре. Польза и вред яиц. Яйцо содержит в себе как и высококачественные жиры, так и полноценные белки, необходимые человеческому организму. В яйце достаточно много селена, цинка, кобальта, участвующих в антиоксидантной защите, работе иммунной и пищеварительной систем. Из витаминов наибольшую ценность в яйце представляют биотин, холин, рибофлавин и витамины D и А. Но несмотря на всю пользу, желток одного яйца содержит большое количество холестерина от 180 до 190 мг, что составляет больше половины от суточной нормы – 300 грамм. Поэтому именно желтки рекомендуется ограничивать людям с высоким уровнем холестерина в крови, уже имеющимся атеросклерозом или с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В список противопоказаний можно также внести аллергические реакции. Кроме того, с осторожностью яйцо следует употреблять людям с хроническими холециститами и панкреатитами, чтобы избежать обострения болезней. Для мужчин. Мужскому организму яйца несут пользу в виде натурального протеина, который нужен для получения энергии. Селен и жирорастворимые витамины, которым богато яйцо, оказывают положительное влияние на качество спермы. Для женщин биотин, содержащийся в яйце, позволяет сохранить красоту кожи, ногтей и волос, что является приятным бонусом для прекрасного пола. Кроме того, отварные или приготовленные на пару яйца – хороший продукт для перекуса без риска набрать лишние килограммы. Для детей. Для растущего организма яйца очень важны. Аминокислоты, содержащиеся в них, помогают росту клеток, улучшают деятельность мозга, формируют крепкий иммунитет. Насыщенные и полинасыщенные жирные кислоты положительно действуют на рост малыша, укрепляют волосы и ногти. Лецитин нормализует обмен веществ, холин улучшает память, витамин D поддерживает здоровье костей. Сколько яиц можно в день? Официальная диетология не рекомендует превышать норму в 2-3 яйца с желтками в неделю. Ограничений на белки нет. Однако сейчас начинают появляться исследования, которые не выявляют негативных влияний и при ежедневном их употреблении. Если вы хорошо переносите, не имеете болезней сердца, заболеваний системы пищеварения, стадии обострения, системного атеросклероза или не придерживаетесь низкобелкового рациона, имеете нормальный уровень холестерина, то вполне можете себе позволить добавлять яйцо в рацион и каждый день. Иными словами, здоровым людям это не навредит. А если вы имеете перечисленные выше болезни, то лучше для начала посоветоваться со своим лечащим врачом для коррекции рациона. В каком виде есть? В кулинарии яйца варят, жарят, запекают, а многие люди считают, что в сыром виде они наиболее полезны. Сыром. По словам врача, польза сырых яиц несколько преувеличена, поскольку преимущества перед отварными практически нет. Считается, что тепловая обработка может сокращать количество витаминов, но ведь она уменьшает и риск инфицирования сальмонеллы. Более того, если мы говорим о белке, то он лучше усваивается именно из отварных яиц. Процент усвоения доходит до 99%, а в то время как у сырого яйца колебается на уровне 50 и 60%. Также следует помнить, что биотин совсем не усваивается из яиц в сыром виде.
Учитывая все сказанное, я бы отдала предпочтение именно термически обработанному яйцу, говорит врач. Чтобы яйцо стало безопасным, оно должно вариться примерно 10-15 минут. Вареным. Для того, чтобы избежать инфицирования сальмонеллой, которая может содержаться в яйце, его необходимо подвергнуть термической обработке. Способы приготовления, которые снижают риск заражения сальмонеллой и при этом максимально сохраняют полезные вещества, это варка, тушение и приготовление на пару в виде омлета. Жареным. Если вы предпочитаете жареные яйца, то лучше готовить на антипригарной сковороде, без масла. Как отметила диетолог, включать в рацион такое блюдо стоит не чаще 1-2 раза в неделю. А вот людям с уже имеющимися заболеваниями системы пищеварения от жарки лучше отказаться насовсем, чтобы избежать обострения патологии. Как выбрать яйца? При покупке важно проверить срок годности. Идеально, если яйца были снесены и отсортированы менее 7 дней назад. Чем дольше хранится продукт, тем больше вероятность, что в него через микроскопические невидимые глазу трещинки проникнут микробы, в том числе патогенные. Также в магазине важно открыть упаковку и осмотреть товар. У свежеснесенного яйца скорлупа матовая, так как покрыта наскорлупной пленкой, а у лежалого поверхность блестящая. Если на скорлупе есть незначительные загрязнения, ничего страшного в этом нет. А вот наличие повреждений – это плохо. Через трещинки могут проникнуть бактерии, а если скорлупа бугристая, поверхность неровная, это может говорить о том, что у курицы было какое-то заболевание. Как хранить? Яйца лучше всего хранить в холодильной камере, кладовке, в жилом помещении в любое время года, кроме лета. Место для хранения должно быть сухим, без прямых солнечных лучей. Необходимая температура от +1 до 19 градусов. В квартире яйца пролежат от 6 до 27 дней, в холодильнике до 12 недель. Применение в медицине. Яйцами в народной медицине с давних времен лечили заболевания дыхательной системы, патологии ЖКТ, останавливали кроветечение, облегчали состояние при ожогах. В повседневный рацион мужчин в сыром виде их вводили для усиления потенции. Применение в кулинарии. Яйца широко применяются в кулинарии как в качестве ингредиента для приготовления различных блюд, так и в качестве самостоятельного кушания. Но для того, чтобы правильно приготовить яйца, существуют некоторые хитрости. Например, большинство привыкли варить продукт сразу, как только достали его из холодильника. Повара рекомендуют выждать период, пока яйцо не наберет комнатную температуру. В таком случае вкус его будет насыщеннее. Применение в косметологии. Для косметологии яйца важно тем, что содержит в себе большое количество витаминов и минералов. Благодаря этому желток питает, тонизирует, смягчивает кожу, выравнивает ее структуру, разглаживает складки и мелкие морщинки. Белок оказывает лечебное действие, борется с акне, матирует, немного подсушивает, стягивает кожу. Кроме того, яйца полезны не только для кожи, но и для волос. Маски на его основе оздоравливают, питают, придают пышность и блеск. Поэтому косметологические средства на основе яиц и домашние маски всегда были и остаются популярными. У меня все. Надеюсь, эта информация была для вас интересной и полезной. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо за внимание.